что такое зоопарк, почему он не может принимать животных в неограниченном количестве. Это первый вопрос, обычно возникающий у человека, приносящего животные куда-то, да? Какие мерзавцы, они хотят, значит, только денег зарабатывать, там и так далее, нужно шоу. Дело в том, что любой зоопарк государственный – это в первую очередь музей. Это организация, которая, во-первых, имеет очень четкий план, ну, финансовый там какой-то, да, имеет государственное задание и проверяется в огромном количестве инстанций. Вот. И есть и от государства распределительных документов там запрос, да, на редких животных. И есть и от ассоциации зоопарковских такое некое распоряжение, да, что зоопарк должен приоритет отдавать, ну, вот это место, да, животному более исчезающему, ну, и при выборе. Допустим, тигр, если выбор идет между тигром суматранским и гибридом цирковым, однозначно в пользу суматранского. Не потому, что тот хуже. На самом деле не важно, на мой взгляд, вот ворона и там редчайший какой-нибудь попугай равновеликие, ну, птица. Да? Но редкий зверь должен продолжить род. Это то, о чем говорил Евгений, что зоопарк может вот этот род продолжать. Особенно говоря о крупных животных. Вот. И как следствие получается, что ну, там есть определенное, в любом зоопарке, определенное количество мест. Оно занимается либо редкими этими подразмножениями, либо ну, каким-то образчиком местной фауны. Например, это заяц. То есть если у тебя есть 100 мест, из них одно это заяц. Вот если у тебя там сядет 4 зайца, это будет жестокое обращение со всеми 4 зайцами. Потому что место одно. Вот. И отсюда вот сейчас как бы этот поток животных приносимый, ну и вот самый, он очень усилился, потому что очень много закрывается контактных зоопарков. Вот. Плюс начались, ну, население, вот я могу сказать, просто по количеству обращений за последние 10 лет. Вот это так называемая экологическая культура населения, она очень выросла. Да? И там, где вот, ну, еще там 10 лет назад этого зайца позабили просто камнем, и спокойно сварили суп, его берут и несут. Вот, поэтому, если честно, то основная моя личная цель просто с вами со всеми познакомиться. Потому что нам много лет жить вместе, в одной вот этой системе, да? И поэтому вот такая основная цель. Если взять основные, скажем так, конфликты реабилитационного центра, да, или любителя животных с властью, любой. Вот на мой взгляд, основная проблема – это разные языки. Вот как Киплинг, да, мало. Со змеей надо говорить на змеином языке, с коршуном на коршунечьем. Вот читаешь любой пост, скажем, да, там, вот эти мерзкие чиновники, они ничего не понимают, и все это вот. Они действительно, вот в моих взаимоотношениях лично, да, я сразу сделаю оговорку, я абсолютно не хочу никого учить, честно. Совершенно согласен с организаторами, что никто никому ничего не должен. Это мое личное ситуация. В 80 примерно процентов случаев люди говорят на абсолютно разных языках. Вот когда чего-то пытаются добиться, да, например, большинство зоологов, причем это какая-то профессиональная особенность, я сам такой, поэтому не то, что тут плохое.
очень не любит фиксировать и светить свое поголовье. В этом есть какая-то, даже давайте будем честны, некая, какая-то вот примета плохая, да, вот приплод показать заранее, что это такое, встанет уже надо, да? Вот не любит зоологическая общественность вот этот самый учет. Не любит. А без учета, четкого, да, такого подробного, ты в принципе не договороспособен ни с какой официальной властью. Потому что, допустим, да, если прийти к, я сейчас гипотетический диалог, там, зоолога с финансистом, да, там, в зоопарке. Приходит зоолог-финансист, говорит, там очень много животных, они голодают. Купи корма. Финансист, начинает возбуждаться. А почему он хочет столько корма? Почему ему нужно 5 тонн мяса? Почему ему не хватит 3? Да, и начинается конфликт. Если зоолог говорит, вот у меня тут 10 тигров, вот у меня тут, значит, вот, это понятный язык. Да, пример смешной и короткий, но вот когда я участвовал в очень многих конфликтах каких-то, срабатывало великолепно. Вот тут у тебя сидит чиновник, вот тут у тебя сидит вот этот вот истекающий слюной человек, который действительно бьется с хорошей делом. Говоришь, тебе чего надо? Я хочу понять, какая у него будет отчетность. Ты можешь дать эту отчетность? Могу. Но тот не знает, как спросить. Вот. Отсюда, соответственно, вот, например, мы у себя, в нашем летучем мышином мы ведем строжайший учет каждого зверя. Вот. И, на мой взгляд, этого совершенно не надо бояться. Потому что есть очень много высказываний про законы, про то, какие они ужасные, и все. Как бы родину не убирают, да? Она вот такая. ПДД тоже довольно странно правильно. Или там курить полгода запретить. Всегда можно отработать, да, какой-то механизм, алгоритм и так далее. Бояться, на мой взгляд, бессмысленно. Что как-то злоупотреблять, если базовые какие-то вещи соблюдены. Например, вот с Красной книгой, да? Последняя история там с Беркутом. Когда забрали Беркут, там было, на мой взгляд, опять же, там была тактическая ошибка. Там не было ни одного официального обращения, просто Природнадзор. Ни одного. И сосед, извините меня, участковый, и с ним еще и поруган. Как? Вот. Причем Красная книга тоже это такая вещь, ей любят, кричать краснокнижная. Есть 3 типа Красной книги, да, вы знаете. МСОП, которая, строго говоря, для нашей страны, это общественная, союз охраны бюро. Ты ничего не можешь винить человека за то, что что-то не так делается с Красной книгой МСОП. Красная книга Российской Федерации, которая штука серьезная, из-за нее можно очень серьезно получить, если что-то не так. И Красная книга области. Вот Красная книга области – это вещь такая довольно дискуссионная, потому что там часто области просто соревнуются, у кого больше Красной книги живут. Вот. И их надо просто соблюдать. То есть, если у тебя вот в Красной книге РФ, ее имеет смысл иметь просто всегда на столе и запомнить ее наизусть. Потому что там не так много видов, с ними редко достаточно сталкиваешься, на самом деле, на круг. К сожалению, нет статистики особо. Вот. Но это не сотни. Это 3-5 крупных центров. Могу наврать, не знаю. Это я вот сейчас у вас услышу. Но мне кажется, что больше 10 в год, это что-то такое. Вот. Значит, это вот касаемо Красной книги. Касаемо также техники безопасности. Тоже вещь частая. Часто сталкиваемся мы с этими, сейчас очень много конфликтов, да, содержателей животных.
скажем так, с властимущими, связаны с опасными животными в черте города, там, где-то там поселка. Вот. И, на мой взгляд, это одна из причин вот такого жесткого закона, потому что, извините, оборзели. Когда законодательно ничего не запрещено, и человек на ошейнике тащит взрослого леопарда через детскую площадку, извините, но это так нельзя. И вот здесь вот имеет смысл, это касается в первую очередь вот хищников, да, опять не моя, ну, я свое мнение знаю, я работаю с крупными хищниками много, давно в смысле. И точно знаю, что чем более жесткая и зарегулированная работа, чем там меньше случайных людей, чем там больше документов, каких-то, пусть внутренних, пусть это, да, вот, тем меньше страшный риск. Потому что с хищником происходит неожиданно и с кошмарными последствиями. Да, то есть вот каждый раз, каждое происшествие с хищником, влекущее за собой возможность смерти человека, оно каждый раз совершенно неожиданно, и каждый раз, ну как же так, вот он же ручной, он был хороший, все замечательно, а теперь вот он, значит, вот, какой-нибудь там посетитель лежит убитый, а я, значит, в тюрьму. Ну как это так? А это именно так. То есть, на мой взгляд, если вот, ну, говорить о основном риске, это крупные хищники. Вот. Потому что любое происшествие с ним или с ядовитой змеей сразу покатит огромную волну на всю работу вот этих самых реабилитационных центров. Да? Потому что смерть, она и есть. Вот. Что касается, опять-таки, тут тоже скажу такую вещь, ну, наверное, не всем приятно, что касается размножения. Это взгляд со стороны. Вот. Очень правильно и верно разводить животных, которые кончаются, да, и выпускать их в природу по какой-нибудь программе. Это правильно. И на это, на мой взгляд, имеет тратить силы, там, время и так далее. Но есть их таких животных, вот если так совсем честно, да, их не очень много в России. Вот. Сейчас вот с чем можно, это моя опять же оценка просто звонков и обращений. Да, вот что происходит, на мой взгляд. Перегружена очень сильно страна рядом видов. Сейчас мы поговорим, какие. И попытка их все время еще и разводить приводит к следующему. Это бесконечное пополнение вот этих контактников там и прочего, всяких непонятных передержек, передвижек и так далее, которые потом попадают в реабилитационные центры. То есть это такая циркуляция енотов в природе. Что если я 100% согласен с предыдущими ораторами по поводу исчезающих в природе видов, у которых там выжигают места обитания, и действительно они входят в культуру и все, настолько же, на мой взгляд, неверно тратить очень небольшой ресурс, на самом деле, на масштабе страны он очень невелик, да, вот на разведение, скажем, серой неясыти, которая... Здесь нет таких людей, нету. Нет, ну я не знаю, я просто вот как бы, да, что есть, вы понимаете, что у вас есть там 5-10 сово-мест, да, и понятно, что сову, сбитую машиной, надо обязательно забрать, ну как, и это будет там примерно 600 мышей, да, если так вот ее по уму кормить. Ну и вот замечательно. Вот. Если ее можно выпустить, выпустим. Нельзя выпустить, ну пусть живет. Но если это будет 2 неясыти, которые родят еще 6 неясыти, это будет
уже 1000 мышей в год. Если не ясыть, то еще надо еще и выпускать, то не просто каких-то там мышей, а черных, да, чтобы там это самое. И это уже как-то вот, ну, уже вот вопросы какие-то возникают. То есть это вот первое, что, на мой взгляд, важно нам всем, и зоопаркам, и всем реабилитационным, просто договориться на каком-то, да, этапе, а что мы, собственно, делаем. Потому что вот если взять общую какую-то статистику по животным, которые попадают в беду, она грубая, поскольку нету, ну, никто не показывает, сколько живут. Вот. Можно разделить всю эту фауну на две категории. Фауна России, возможная к выпуску, да? Ну, и фауна, которая по-любому осядет в приюте. Да? Причем довольно четко, на мой взгляд, нужно понять себе, что вот есть реабилитационный центр, который выпускает, его идея быть пустым. Есть приют, который хранит, который, по сути дела, скорее зоопарк. Ну, по технологии, если реабилитационный центр, там, биостанция, не знаю, там, заповедник, ну, что-то такое, да, вот когда не надо там с лишних людей, вот выпустить их быстро. Приют хранит. Вот что мы имеем по просто системе обращений. Черепахи в основном красноухие. Да? Вот. Их чудовищное какое-то количество, причем действительно, что с этим делать не ясно, потому что тут его уже выпустить нельзя. Выпустить на волю в их среду обитания, вот, увести, да. Вот. Гранты На получать самом деле, на это, я сейчас считаю, надо. возникает очень большая проблема с крокодилами, потому что они перерастают, и как бы их сейчас все сбрасывают массово, этих крокодилов. Вот. Потом идут волки, медведи, еноты, носухи, львы, тигры, леопарды, рыси и пумы. Вот эти животные, их настолько громадное количество сейчас вот зависает. То есть они реально считаются тысячами. Вот. И самое такое вот печальное, да, что вот в этой ситуации я считаю, что должно быть полностью прекращено размножение. То есть любой зверь, попадающий там куда-либо, медведя тайга рожает в нормальном количестве, ему жить негде. Да, вот тут вот тоже лесовозами все разбито, как и во Вьетнаме. Вот. Но не надо разводить в неволе медведя. Вот. Да, там, и енота и так далее. Вот. И почему, опять же, хищников я считаю, что это только приюты, потому что адекватно выпускать животное, способное убить человека, на мой взгляд, умеют только хозяева вот этого вот домика. Аналогов я не знаю. Может быть, я не прав. Поэтому думаю, что это даже не надо замахиваться вот такими приколами. Животные, которые могут вот выпускаться, могу быть сейчас неправ. Я специально приехал это спросить. Пиковые самые аисты, дневные хищные, различные жанкообразные, воробьинообразные и совообразные. Правильно? Вот по числу обращений к нам я сужу. Ну, голуби еще, но голуби как-то... Врановые сказали. Да, синантропы самые популярные, конечно. Да. Вот Еще чайки. Синантропные околоводные. Да, чайки, вот околоводные. здесь таблю чуть-чуть назад. Лисы и натолитки – это какая-то третья. Ядовитка и инвазивный вид, лиса не инвазивный вид. Да. Но Я лис согласен. выпускают немного, потому что чаще всего они инвалидами Но попадают. с лисами и натолитками вот ситуация какая-то третья. Потому что их действительно очень много. И опять-таки можно кинуть в меня сейчас вот какую-нибудь фигню. По-моему, их надо сразу тоже выкладывать. Вот попала она тебе в руки, выложи, не успокоиться. Тогда их можно держать побольше в одной вольере.
Потому что, ну, правда, ну, разводить лесу под выпуск или там как... Выкладывать это значит кастрировать, стерилизовать, да. Мгм. Да, да, да. Это местное... Ну, может, там самки просто, но... Тогда резать все остальное. Не, ну это, конечно, Прямо вот в принципиальной основе. Да, и сейчас есть, ну, во-первых, всемирные всякие ассоциации зоопарков, они настоятельно рекомендуют. Можно я быстренько Можно. есть один момент? У нас, вы хотели бурого медведя отдать, там вопрос в том, что как раз СИТЕС, вот этот вот добрый и недобрый, у нас есть виды, которые истреблены в Европе, но которые в большом количестве находятся в России. Тот же бурый медведь входит в категорию СИТЕС-3, потому что в Европе его истребили. При этом мы не можем его передать за границу, потому что он СИТЕС. Вот, и поэтому и кастрировать его, допустим, там в зоопарке не всегда дают, потому что он вроде как в международном как бы списке под сокращение, хотя вот ну, в России Нет. в этом нет необходимости. Вот с СИТЕСом совершенно верно говорил Евгений, он касается только перемещения границ. И если есть доказательства, что это легальный зверь, а вы там не браконьер, вот. И исходя из этого, на мой взгляд, вот первое, что нужно сделать для разговора с властями всех ранг, это собрать какую-то статистику. Потому что если мы понимаем, что на там 50 регионов, да, ежегодное плановое количество приносимых там животных вот такое, появляется инструмент для разговора. Вот я могу быть неправ, опять же, но у меня сложилось просто ощущение, что предыдущий оратор из Кемерово на каком-то генетическом уровне очень хорошо это сделали, объяснив ректору и всем остальным, да, что ну, на каком-то ему понятном языке. Если бы это был один ректор, я бы так не думал. Но если вы, в принципе, ну, работаете нормально, значит, просто вот вы договорились. Потому что на самом деле среди чиновников и проверяющих очень мало мерзавцев. Их совершенно незаслуженно поливают. У них просто работа принципиально отличная от нашей. Абсолютно отличная. У них совершенно другая вот заточка. Вот. И если ты просто соблюдаешь вот какие-то базовые вещи, которые он хочет, вот, то никаких особых проблем нет. Причем это не только там в головном зоопарке, это и у многих. Discovery положил, слава богу. А вот если принципиально не положил, потому что мерзавец придет, вот это уже другие спорты. Вот. Ну вот, наверное, всю. Вкратце. А остальное на неофициальной части. Спасибо. Спасибо.